Всем привет, с вами Артем, город Сумы, Украина. Сегодня у нас станция КС ГИР, которая работает с жалами Т12. Эти станции славятся тем, что очень быстро нагреваются, а также имеют легенькую, удобную ручку, с которой можно работать. Тема сегодняшнего видео: я хочу заменить блок питания, который установлен производителем, на блок питания Meanwell с мощностью 120 Вт. Итак, я ее отключаю. Давайте разберем станцию, отключим ручку. Я ее уберу. Производителем установлен вот такой блок питания. В принципе, он свои функции полностью выполняет. Станция работает прекрасно. Она у меня полгода и успела уже побывать в небольших проектиках. Я не занимаюсь пайкой профессионально, поэтому расцениваю ее как удачное решение для любителей. Ну, также профессионалам она будет удобна из-за своей компактности, легкости и за счет того, что очень быстро разогревается. Итак, вот блок питания, который я хочу установить. Это Meanwell EPS 120 24 вольта. Данный блок питания может выдавать ток 5 ампер при охлаждении активном и где-то в районе 3,5 ампер, вот написано, без активного охлаждения. Почему я решил это сделать? Ну, если приложить даже два блока вот так рядышком, то видно наполнение деталей на плате. И немножко позже мы почитаем спецификацию. Сейчас мы займемся корпусом. Итак, я ее разберу. Так, задняя панель уже откручена. Здесь есть некоторые нюансы по установке. В штатный блок питания, который идет в комплекте, Meanwell не установится, поскольку блок питания немножко длиннее и немножко выше. Ну, принципиально то, что он длиннее. Сейчас я приложу их вместе рядышком, и мы сможем это сравнить. Вот видно, что где-то на пару сантиметров данный блок питания длиннее и он уже. То есть в салазке его не получится вставить и придется делать отверстие для крепления и там уже крепить. Почему он не установится в этот блок, в корпус этого блока питания? Если приложить заднюю часть вот так вот и приложить переднюю часть, то видно, что будет касание блока питания с передней частью платы, ну или с задней частью. Поэтому я изначально заказал удлиненный корпус. Вот такой. Он полностью аналогичный штатному корпусу, но отличается лишь своей длиной. Вот можно сравнить. Он длиннее где-то сантиметра на 3. Собственно, этого будет достаточно для установки Meanwell. Давайте вот так приложим переднюю часть. Давайте ее отключим. Вот так у нас будет установлена передняя часть. Так расположится блок питания. И у нас останется место для разъема под питание.
можно приложить. Вот так. И видно, что здесь остается запас где-то 1 сантиметр. Поэтому можно немножечко вот так сдвинуть для удобства сборки. Поскольку блок питания имеет на нижней части электрические компоненты, я из куска слюды вырежу подкладочку. Этот кусочек был взят из поломанной микроволновки. Наверное, вот так или вот так. Итак, с корпусом понятно, с блоком питания понятно. Теперь давайте почитаем спецификацию блока питания Meanwell. Возможно, есть какие-то нюансы по его установке или монтажу. Далее мы это все увидим и приступим к сборке паяльной станции с новым блоком питания. Я скачал спецификацию блоков питания IP120. Давайте ее почитаем и посмотрим, о чем говорит производитель. Спецификация на английском языке. Я постараюсь ее перевести, и мы разберемся, какие могут быть нюансы при работе с такими блоками питания. Он выполнен на плате 4 на 2 дюйма. Универсальный вход питания, полный диапазон. Блок питания работает в обоих классах электромагнитной защиты. Класс 1 это с заземлением, и класс 2 это без заземления блока питания. Низкое потребление в простое, меньше чем 0,3 Вт. Высокая эффективность работы 91%. Также блоки питания имеют защиты, как короткое замыкание по току, по перегрузке, по вольтажу и по температуре. Блок питания выдает 84 Вт без принудительного охлаждения и может выдать 120 Вт с принудительным охлаждением. То есть можно установить вентилятор. Для этого предусмотрен разъем 12-вольтный разъем и 0,5 ампера. Имеется LED индикация и 3 года гарантии. Блок питания может применяться в автоматическом машиностроении, в системах управления, в механическом и электрическом оборудовании, электрических инструментах и в различных аппаратах. Так, краткое описание. Линейка APS это зеленая серия, то есть производитель говорит о высокой эффективности потребления питания. Выполнена в миниатюрном размере 4 на 2 дюйма. Поддерживает вход 80-264 вольта. И выход регулируется от 12 до 48 вольт. Хотя это не регулируется, это различные блоки питания. Нужно выбрать, какой вам нужен. В нашем случае это 24 вольта. Высокоэффективная работа, выше чем 91%. Экстремально низкое потребление, 0,3 Вт. Это в простой, наверное. Может работать в классе 1 и классе 2 электромагнитной защиты. Имеет набор защитных функций и соответствует различным стандартам и сертификатам. Также высокое соотношение цена-работоспособность и может использоваться для различных индустриальных приложений. Расшифровывается IPS это серия, 120 это мощность на выходе и 12 это вольтаж. В моем случае это цифра 24 вольтный блок питания. В линейке представлены 5 блоков питания с вольтажом от 12 до 48 вольта. При этом чем выше вольтаж на выходе, тем ниже ток. Для 48 вольтного блока питания это 1,75 ампера, 12 вольтный это 7 ампер и 24 вольтный это 3,5
ампера без охлаждения вентилятором и может выдать 5 ампер при принудительном охлаждении. Собственно, 84 ватта без охлаждения, 120 ватт с охлаждением. Производитель указывает шумы, пики, различные отклонения. Блок питания может питаться как переменным напряжением, так и постоянным током. Также может применяться в сетях с частотой от 47 Гц до 63 Гц. То есть это универсальный блок питания, может использоваться как в европейских странах, странах СНГ и также в Соединенных Штатах. Высокая эффективность работы, выше 90%. На входе потребляет 1,2 ампера при напряжении 230 вольт. Inrush Current, ток нарастания при холодном старте 60 ампер. Хоть и короткий, но будет импульс тока. Если вы используете серию таких блоков питания в одной сети, будьте внимательны, будет довольно-таки мощный импульс тока, и при чувствительных защитах, возможно, защиты отключат вашу сеть. Лучше включать поочередно эти блоки питания. Выдержит перегрузку от 15% до 50%. При аварийном режиме нужно устранить неисправность для восстановления рабочего состояния. При перегрузке по вольтажу и перегреву нужно выключить и включить блок питания. Имеется разъем для подключения вентилятора. Это 12-вольтный, 12-вольтный разъем полампера. Рабочая температура от минус 30 до плюс 70. Указана влажность, указаны отклонения, устойчивость к вибрациям, соответствие различным сертификатам, электромагнитное излучение и устойчивость к электромагнитным излучениям. Наработка на отказ МТБФ 653 килочасов часов, не знаю, но я думаю, это достаточно. Размеры платы, вес платы 150 грамм. Упаковывается по 72 устройства в коробке, кто будет покупать большую партию. В примечании производитель указал, как он производил различные тесты. И давайте сразу перейдем к блок-схеме нашего устройства. На входе установлены фильтры, электромагнитные фильтры, плата управления питанием. Здесь использован трансформатор с одной первичной обмоткой и двумя вторичными обмотками для основного питания и для питания вентилятора вспомогательного. В первичной цепи есть защита по температуре, защита по перегрузке, Overload Protection, и Over Voltage Protection в обратной связи. Сделаны развязочки оптопарами. Приведены два графика. Это зависимость нагрузки и температуры. При охлаждении блок питания работает на 100% до нагрева 50 градусов и работает с эффективностью 70% до нагрева 45 градусов. То есть блок питания не стоит перегревать выше 45 градусов. Рабочий диапазон напряжений 115-264 вольта. И на следующей страничке схематическое изображение нашего устройства. Это коннектор подключения в высоковольтную сеть, и это выход к нашему устройству, в данном случае паяльной станции. На входе установлены предохранители, указаны детали HS1 и HS2. Сейчас мы почитаем, что это
разъем для подключения вентилятора. Есть возможность регулировки выходного напряжения и светодиодная индикация. Вот так он выглядит сбоку. Вот знак высокого напряжения, так понимаю. Так, входной коннектор пин 1 это нейтраль, пин 3 это фаза. То есть можно промерить в розеточке, где у вас фаза, и сделать все в соответствии с этими пинами. Вот первый пин и третий пин подключается, а второй не подключается. Выходной коннектор имеет плюс-минус. Первый, второй пин это плюс, третий, четвертый пин это минус. И коннектор для подключения вентилятора. Так, точка заземления у нас расположена вот здесь. Так, детали HS1, HS2 не должны соприкасаться. HS1, HS2. Это радиаторы. HS это heatsink, по-английски это радиатор. Радиаторы не должны соприкасаться. Так, радиатор 1 должен иметь хорошую дистанцию от корпуса нашего устройства. Вот он. В данном случае корпус алюминиевый, ну зазор там достаточный, скажу так. Разъем для подключения вентилятора предназначен только для питания вентиляторов, и производитель не рекомендует подключать другие устройства и цепи к этому разъемчику. Блок питания работает в классе защиты 1 с заземлением и в классе 2 без заземления. То есть если мы сделаем здесь заземление, у нас будет класс 1. В моем случае оно будет сделано, поскольку в розетке имеется пин для заземления. Также это может иметь значение, если вы работаете с чувствительными осциллографами. Это даст лучшую защиту от электромагнитных излучений и не будет наводок на чувствительных щупах осциллографа. У меня осциллографа нет, поэтому заземление меня будет интересовать только с точки зрения защиты. Итак, давайте перейдем к сборке паяльной станции уже с новым блоком питания. Подключим и все проверим. Итак, я собрал паяльную станцию, установил в нее новый блок питания Menwell. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Я проделал 4 отверстия, куда вставил винты. Потом одеваем одну гаечку и сверху устанавливаем изоляционную плату из слюды. Плата не касается корпуса, но касается блока питания. Слюда не проводит электричество. И так это все выглядит. Давайте сравним со старым корпусным блоком питания по габаритам. Вот я могу приложить и подвигать. Где-то вот так. Или вот так. На схеме мы видели, что нужно сделать заземление. Точка заземления находится здесь, но поскольку она соединена вот этим проводом еще с одной точкой, вот с вот этой, я сделал вот таким проводочком заземления и припаял сюда к разъему. Давайте включим паяльную станцию. Станция запустилась, показывает ошибку, потому что не подключен кончик, нагревающий кончик, но рукоятка не подключена. Давайте мы ее подключим.
Возьмем какое-нибудь жало. Это будет Т12К. И посмотрим, как она запустится. Жало еще не калиброваны. Я отключал батарею, поэтому температура будет приблизительная. Все, вот так она набирает. На плате контроллера установлен светодиод, который сигнализирует о том, что подается питание. Давайте нагреем еще несколько жал для сравнения. И можно замерить температуру на радиаторе. Давайте вот так. То есть радиаторы холодные. Я одену корпус и поочередно нагреем еще другие жала и померяем температуру. БЦМ-2. Все работает прекрасно. Блок питания справляется со своей задачей. Единственное, что нужно еще сделать, это сейчас минуту. Это зайти в пункт меню вольтаж. Так, вольтаж включен. На сейчас он составляет 23,1 вольта. Вот. Мы выставим на блоке питания 24 вольта. Так, exit. Выходное напряжение устанавливается вот этим винтом. Теперь ровно 24 вольта. Давайте еще понагреваем наши наконечники и посмотрим, как изменится температура на радиаторе.
уже остыло. Немножко быстрее нагревается за счет приподнятого напряжения. Это было жало БЛЦ. Вот еще одна массивная. Это БЦМ-3. Станция работает прекрасно. Блок питания справляется со своей задачей. И сейчас по температуре радиаторов посмотрим, насколько комфортно ему работать под такой нагрузкой. Фаренгейта 81 градус и Цельсия 27 градусов. Я питание отключил. Буквально на полградуса поднялось. Еле-еле-еле тепленький. — 32 градуса. То есть можно сделать вывод, что разогрев 3 жала, блок питания нагрузки не почувствовал. На что надо еще обратить внимание: в штатной установке эта батарейка наклеена на радиатор. Я ее переместил на боковую сторону нового корпуса. Разъем. Я нашел такой разъем на 220 вольт и припаял его вот сюда к коннектору. Здесь также можно было найти разъем, но поскольку у меня не было его, я провода припаял на обратную сторону платы и подключил к плате контроллера. Это родные провода, которые шли в комплекте. Вот еще есть индикация и разъемчик для подключения вентилятора. То есть я считаю, что получилось все прекрасно. И такой блок питания полностью обеспечивает работу такой вот станции CastGear. Ну и кратенькое пояснение для иностранцев. Возможно, кто-то будет смотреть это видео. Short explanation for foreigners. I changed power unit. I used to work with basic power unit.
station worked perfectly, but I came to conclusion that Manual better than basic power unit because Manual has protection such as our temperature protection, our load protection, and another protections. I made 4 holes, put screws and put nuts on screw, and after that put dielectric plates made of mica and isolation plate isolation plate doesn't connect with case, but connects with main board of power unit. Also I made grounding 2 points and connected wire on back side of power unit. After that I choose in menu voltage and set up 24 volts with this screw. Power unit perfectly works in case gear station, and I made measurements of temperature on the heat sinks, and power unit works without increased temperature. I think both developers make good products. It's soldering station and Manual, and combination these products gives very good works. Thank you for watching my clip, and you also can try to do it. Всем спасибо за просмотр. До свидания.